Всех очень рад видеть, всех приветствую. Сегодня у нас такое относительно короткое занятие о том, как мы можем организовать эффективное совещание или встречу. Вот. Естественно, в рамках часа, который у нас запланирован, научить сделать вас гуру проведением встреч невозможно. Поэтому моя цель – это просто научить вас задавать себе правильные вопросы и дать направление, где искать ответы. Вот. И в принципе, можно рассматривать как тизер. Это маленький кусочек курса EC Agile, который называется Agile Team Facilitation, облегчение работы Agile команд. Вот. Это, в принципе, в зависимости от инструктора, от 20 до 40 часов. Там эта тема рассматривается немножко подробнее, и мы всяко будем копать. Итак, то есть совещание – это больная тема с тех времен, как они начались. Вот, еще товарищ Маяковский в 22 году очень жаловался в своем стихотворении про заседавшиеся, о избытке заседания, бюрократии. То есть в 2019 году компания Doodle, они производят софт для визуализации всяких решений провела ревью среди своих клиентов. И вот получается, у них, что прямые затраты на митинги оцениваются в 500 миллионов долларов в год в США. Это сумасшедшие деньги, которые только в Соединенных Штатах тратятся на митинги, да? И каждый 30-й нанятый человек в Америке работает исключительно на то, чтобы были проведены всякие встречи. Они заняты только организацией, обеспечением этих встреч. Вот. При этом почти 2/3 опрошенных говорят, что они на совещаниях пинают балду и отвлекаются на то, что хотят. Да? А практически половина считает, что совещание вообще дурацкая выдумка и только мешает им делать работу. Да? Поэтому при таких затратах, при таком количестве, наверное, нам хотелось бы сделать совещания эффективными. Правильно? Вот, давайте задам вопрос, а вам ваше-то совещание нравится? И сразу давайте сделаем этот процесс эффективным с техникой Fist or Five, незнакомой, наверное, да? Когда вам нужно быстро собрать мнение, можно попросить показать Fist or Five, то есть Fist это нет, Five это да, и любая в середине, да, то есть 3 это so-so. Окей? Вот давайте покажем Fist or Five. Нравится ли? Вот вы сами удовлетворены своими митингами, на которых вы оказываетесь или нет? Вот, Дениса только не вижу. Денис, а ты что показал? Как-то побольше сделать ее бы. Вот, Денис более оптимистичен, ему немножко больше нравится. Вот, то есть я надеюсь, что я смогу вам сегодня немножко помочь с этим вопросом. Первая, самая главная тема, митинг, он для людей, и он состоит из людей. Поэтому правильный выбор людей – это то, без чего у нас хорошего митинга не получится. Да? И очень частая ситуация, когда либо вы сами себя обнаруживаете на митинге, на котором вы задаете себе вопрос, а нахрена я тут? Я что здесь забыл, зачем я трачу часы своей жизни? Либо смотрите на людей и задаетесь вопросом, а зачем они тут? И это резко снижает и мотивацию, и эффективность. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы организовать эффективный митинг, это иметь только тех людей, которые реально на нем нужны. Один из способов понять, кто нам нужен, это вот такая вот матрица, которая показана на экране, в которой мы оцениваем, задаем себе вопрос, нужны ли нам
как организаторам митинга эти люди. И нужен ли людям этот митинг, хотят ли они его. И это дает нам 4 разных состояния. Окей? Сейчас я попрошу подключиться. Как вы думаете, вот из этих людей о какой категории не надо беспокоиться, о ее мотивации, о том, чтобы она пришла, она придет и будет работать эффективно? Если знаю ответ. Ну, давайте. Может, непосредственно самим организаторам? Ну, вот из этих вот. То есть у нас получилось 4 категории, да? То есть те, кому интересно на митинге и нам их участие важно, те, кому интересно на митинге, нам их участие не важно. За чью мотивацию нам не будет обидно? Такой вопрос. Ну, вообще, то есть, а кто придет и будет работать? Тем, кому интересно и важно участие. Правильно. Вот эти придут, и нам не надо тратить свои силы на них. Это очень важно, потому что, ребята, у вас, как у организатора митинга, будет целая куча работы. Это очень полезно сразу отбросить. А вот сюда тратить не надо, они уже готовы. Хорошо. А кто нам совсем не нужен на митинге? Неважно и неинтересно. Совсем не нужны, да? Защищаем митинг от таких людей. Угу. Вот. Но вот интересно, когда не совпадает. Им, допустим, интересно, а нам нет. Нужны ли они нам на митинге? Наверное, нет. Обоснуйте. Нам участие как организаторам не важно. Но потом всю интересную информацию узнают уже после совещания. В каких-нибудь там документах, письмах и так далее. Вот, хорошо, да. То есть нам плохо приглашать таких людей, потому что если они нам не интересны, значит их цели, почему интересно, с нашими не совпадают. То есть это не просто будут лишние люди на нашем митинге, это будут люди, которые будут пытаться повернуть митинг в своих интересах. Угу. То есть если им нужен митинг, пусть организуют свой. Зачем они на наш-то приперлись? Не надо. Окей. И в принципе правильно, Сергей, сразу озвучена хорошая стратегия, да? Не звать, найти способ дать нужную им информацию другим путем. Так точно. А нужны ли нам митинги, чье участие для нас важно, но кому не интересно? Но насильно томил не будешь. Как Agile говорит, один из принципов Agile – стройте свою работу вокруг мотивированных людей. А как же человек может быть замотивирован, если ему не интересно? Как вы думаете, что мы могли бы сделать? Давайте попробуем. Найти для себя варианты действий в этой ситуации. Поработать с мотивацией этого человека. Можно заинтересовать. То есть, да, они нам нужны, поэтому путь первый. Первое, заинтересовать. Так, что еще можно сделать? Ну, надо понимать, для чего они нам нужны. Для принятия решения ими, да, либо для получения от них информации. Если, допустим, получение информации, мы можем, грубо говоря, заранее как-то, не в рамках митинга, получить эту информацию. Попробовать получить их участие вообще вне рамок митинга. Отличный способ. Окей. Читерить можно?
Что-что? Читерить можно? Это как? Он где-то гуглит ответ. Да нет, я слышал это просто уже. У нас было это. Ну так, не, почему? Конечно, поделись. Но как детям можно упростить жизнь этого человека или группы людей и пригласить их только на тот момент, где нам важно участие этого человека. То есть не всегда нам на всем митинге нужен человек, которому неинтересно. Чаще всего это один какой-то вопрос, который можно поставить вначале и решить сразу же. И это здорово, потому что таким образом мы, по сути, проявим уважение к этим людям, да? Опять-таки вспоминаем скрам, одна из ценностей скрама – уважение. Как мы можем проявить уважение к товарищам, в том числе ценя их время? Или, допустим, если это мы стейкхолдера зовем, да, на совещание. То есть адекватная оценка их времени – это самое лучшее, то, что мы можем для них сделать. Окей? То есть вот такая вот простейшая матрица очень сильно помогает сократить количество людей, участвующих в митинге. Тем более, что по опыту, ребят, эффективный митинг больше, чем там из десятка человек организовать практически невозможно. Он либо превращается в лежбище котиков, где все спят, либо в базар. Угу. Первый шаг, как нам сделать эффективный митинг, это позвать только тех, кто нужен. Дальше начинается наша работа как организатора митинга. И на самом деле организатор митинга работает не только на митинге. Организатор митинга работает до митинга, во время митинга и после митинга. И до митинга мы должны митинг спланировать. То есть митинг не должен идти стихийно, митинг должен идти по четко определенному плану. Один из элементов планирования мы уже обсудили. Да, это определить, кто нужен на митинге и как поступить с теми, кто не нужен. Это часть планирования. Да? Дальше мы, безусловно, отвечаем на вопросы, а зачем вообще этот митинг? Вот какова цель? Очень важно поставить цель в виде не благого пожелания, а конкретно ситуации в будущем, желаемые нами, максимально четко описаны. Например, мы собираем совещание, и в конце совещания у нас должно быть решение и выбраны ответственные за снижение количества дефектов в проекте АБЦ. То есть цель обсудить ситуацию с дефектами на проекте АБЦ – плохая цель. Выбрать стратегию, например, которая позволяет снизить количество дефектов на 10% в течение ближайшего месяца и назначить ответственных – хорошая цель. Угу. Цель сама не появится, и на самом деле хорошая цель – это уже половина успешного митинга, потому что она позволит вам дальше очень легко пресекать любой базар по одному простому принципу: соответствует цели митинга, не соответствует цели митинга. Второе, как бы вам нужно распланировать прохождение этого митинга, и здесь вам очень поможет так называемая арка митинга. Это митинг состоит на самом деле чаще всего встреча из 5 элементов, рекомендуется. Это введение, на которое мы доносим до всех участвующих цели митинга, и если участники не очень хорошо с друг другом знакомы, мы представляем, кто есть кто. И часто говорим вообще, зачем они на этом митинге. Вот это Петя, он из аналитики, он предоставит нам информацию о том-то, да. А это Вася, он из отдела тестирования, он поможет нам рассказать, как в мире вообще так решают эти проблемы. Это, как правило, очень короткая часть, мы говорим там 5-10 минут, не больше. Угу. После этого мы даем возможность предоставить информацию, которая нужна для принятия решения.
То есть мы описываем, что мы имеем, какие-то результаты предварительных исследований, если они были. Потом мы информацию даем возможность обсудить людям. Да? Потом принимается решение и делается заключение. Заключение очень важно, потому что именно в заключении четко ведущий митинга проговаривает результаты. То есть мы решили именно вот это, отвечать будет именно вот этот, контрольная точка именно тогда. Если этого не делать, люди выходят с митинга с самыми, что ни на есть, удивительными представлениями о реальности. Это просто страшно подумать. Я сам очень часто на этом попадаюсь. Вроде провели митинг, ну все, сказали, все понятно. Через день смотришь, что делают, мама мия. Вы где такое услышали? А вот же мы обсуждали. Окей? Часть заключения, часть представления информации, они относительно простые. Да? То есть техники представления информации очень хорошо разработаны. Используйте визуализацию, дайте задать вопросы и так далее. Самая сложная часть построения эффективного митинга заключается в построении эффективного обсуждения и эффективного принятия решений. Угу. Вот. И я бы предложил сосредоточиться именно на том, что мы можем сделать как организаторы для того, чтобы максимально эффективно провести реализацию митинга. Окей. Я настоятельно советую использовать liberating structures. Это методы организации взаимодействия между людьми, прекрасно описанные, которые очень популярны в agile сообществе и которые действительно прекрасно работают, ребята. И вот сейчас мы попробуем две из этих структур, вы сможете сами на себе оценить эффективность, как обсуждение проходит. Угу. Давайте, первая активность. Она совместит в себе две liberating structure. Первая это 1.2 all, и вторая, она называется TRIZ. Я всегда смеюсь, что к TRIZ никакого отношения она не имеет на самом деле. Вот. Вопрос очень простой. Выберите любой из элементов митинга, да, на самом деле вот их у нас 7 для себя, один. И потратьте 1 минуту, я запущу таймер, подумайте, а что мы можем сделать не так? То есть не думайте о том, как делать хорошо, просто думайте, какую ошибку мы можем совершить, чего бы вам хотелось избежать. Пример, да, допустим, при обсуждении хотелось бы не допустить ситуации, когда все кричат, никто никого не слышит. Угу. Потому что такое обсуждение неэффективно. Или при планировании не хотелось бы допустить, чтобы попали люди, которые неинтересны, и не попали люди, которые интересны. Вот, вы обсуждаете, в смысле, думаете об этом 1 минутку, потом мы разделимся на группы по 2 человека и обсудим вашу идею. Вы обсудите в парах свои идеи в группах, и мы на это потратим 3 минуты, по 1,5 минуты каждый. Ну, либо, допустим, выделите 30 секунд, каждый рассказывает, потом минута обсуждения. Угу. И потом мы соберемся вместе, и каждый уже расскажет, что получилось по результатам этого обсуждения. Угу. То есть, еще раз, 1 минуту думаем сами, выбираем один элемент, находим, каких ошибок нам бы хотелось избежать. Потом работаем в парах и обсуждаем ваши мысли внутри пары. Потом возвращаемся назад и рассказывает каждый, как происходило.
Улыбается. Вот, замечательно. И теперь нас здесь сколько человек сидит? 6 человек. Каждому по 1 минуте рассказать, чего вы надумали и что выросло в результате вашего обсуждения. Окей? И здесь опять-таки маленькая такая техника, в принципе, ребята, кто со мной работает, ее уже знают, для того, чтобы не было мучительного выбора, кто говорит, просто предыдущий говорящий назначает следующего говорящего. А первого назначу я, пусть это будет Паша. Окей. Чё, Минута время пошла. пошло? Окей, я выбрал пункт принятия решения. Тут Сергей, спасибо, он дополнил как бы набор проблем таких типовых. Первое, что выделил я, собственно, решение по факту не принято. Это первый момент. Второй момент. Все тянут одеяло на себя. Получается, ну, это антипод первой карточки, много решений, и по факту-то это выливается в то, что и нету решения. Угу. Это второй момент. И третий момент – это никто, то есть решение вроде есть, но никто его не озвучивает, никто не хочет принимать ответственность на себя. Нет коммитмент, да? Да. На решение. Окей. Вот. Супер, передавай слово. Так, ну давайте сверху вниз. Сергей. Так, ну я выбрал блок обсуждения. То есть здесь такие два момента. Первое – это все вытекается в какой-то базар, то есть все непонятно как высказываются, друг друга перебивают, да, вроде проблема для всех важная, вот, и все начинают просто хором высказываться, получается базар, да, обсуждение по сути не происходит. И второй такой блок – это в связи с этим затягиванием выходит за рамки совещания, то есть по времени никто это не контролирует, обсуждение. Это может тянуться там просто часами, вот, и все, то есть это бесконтрольный процесс. То есть это вот два таких блока. Все. Супер, передавай слово. Ну, Андрей, давайте порядок. Да, я выбрал блок, этап ведения, цель митинга и знакомства. И здесь самое важное для себя отметил это четкое формирование цели и донесение ее до всех участников. Вот, то есть цель должна Мы быть прям смарт. говорили смарт, да, ага. Да, смарт. Вот, все. Дальше кто у нас еще? Денис. Мгм. Я рассматривал блок заключения, кто, что и когда, что можно сделать не так. Можно не оставить времени на этот блок, потому что он последний. Это такая популярная тема, что мы затянули обсуждение, у нас осталась 1 минута. Кто назначить ответственного либо не того, либо вообще того, кого здесь нет. Вот. А это моя минута так быстро Нет, это я закончилась? забыл перезапустить таймер, извини. Я испугался, что я вышел за тайминг. Вот. Ну, что тут перекликается, наверное, с Пашиными тезисами, не буду повторяться, что не принято решение. И частая практика либо забывать о сроках, либо ставить их, полпалец потолок. Это что можно делать не так по отношению к этой Передавай блоку? слово. А у нас, по-моему, осталось Настя. Я осталась. Я затрону 2 блока. Это введение, цель митинга и знакомства и обсуждение. На каждый митинг у нас есть определенная цель, и в ходе обсуждения мы можем выявить какую-то проблему, которая не относится к цели митинга, и перейти решать ее, отклонившись, по сути, от цели митинга. Это то, что мы можем сделать не так. Вот, и Денис предложил тут 2 прикольные идеи. Да, Денис? Ну, как мы не обсуждаем, то есть Да, ага. фокус, что может пойти не так. Мгм. Все?
Николай все-таки тоже Вот. участвовал, хотелось бы. Хорошо, давайте. Я как раз взял предоставление информации и отметил две ошибки, которые мы можем очень легко совершить. Первая ошибка – это дать информацию без учета аудитории. То есть люди бывают разные. Кто-то воспринимает на слух, кто-то зрением. Вот, кому-то, как мне, вот я кинестетик, мне щупать надо. И если мы не покрыли какую-то из потребностей во время предоставления информации, мы просто не достучимся до этих людей. И очень важно, когда мы даем информацию, постоянно давать connection с целью. Потому что иначе люди воспримут это... Ну, давайте так, поскольку это же проблема, да, то есть нам важно не дать информацию так, чтобы было непонятно, как она связана с целью. Потому что тогда она просто людьми будет проигнорирована, мы просто потеряем время зря. Мы объединили две liberating structure одновременно здесь. Да, обратите внимание, как они сработали. То есть, с одной стороны, вариант подумал сам, обсудил в парах, вынес на общее обсуждение, дал возможность высказаться всем. Это позволяет нам избежать ситуации, когда, например, все орут, никто никого не слушает. В парах очень сложно орать. Да? И с другой стороны, у всех есть возможность высказаться. Нет такого, что кто-то один захватил говорильню, и вот говорит только он. Бывают такие вот attention whore, то, что называется. Угу. Плюс это позволяет на самом деле немножко фильтрануть мысли, потому что мы используем пару для того, чтобы проговорить один раз, и для нас это, по сути, репетиция. И нам легче совершить ошибку, когда мы проговариваем в паре перед тем, как вынести на общее обозрение. У нас есть возможность исправить, если что-то пошло не так. В результате, вот вы можете сравнить, да, ребят, мы потратили на активность 15 минут всего. Если бы мы устроили из этого всеобщее обсуждение, было бы это настолько же эффективно? Как вы думаете? Нет. Очень рекомендую Liberating Structures, поэтому, окей? Это вот как они работают. Давайте попробуем еще одну Liberating Structures. Теперь мы ее попробуем вместе. Это Liberating Structures, так же как TRIS, позволяет сфокусировать обсуждение и отсечь вот именно ту самую часть базара. И это обсуждение строится вокруг одного вопроса. Что именно я и именно завтра могу сделать для того, чтобы улучшить проведение митингов? Не через месяц, не попросить товарища, да, не сделать все вместе, лично, каждый я сам и прямо завтра. Хорошо? Я сейчас поставлю на 1 минутку время, просто подумайте об этом, вот что можно сделать прямо завтра. Окей. И в этот раз, опять-таки, вам еще одна техника, как можно передавать слово. Очень просто. Давайте по алфавитному порядку имен. Андрей. Если Нет, мы Настя. сверху вниз. Настя первая. Имен. Имен. Анна. Точно, да. Прошу Ты второй. прощения, Настя. Давай второй. Что могу сделать завтра? Могу сформировать цель митинга. Вот, кстати, у нас с Андреем завтра митинг. Ой, у меня много решений. А можно такое не банально, а может банально предложу? В момент проведения митинга шарить экран с названием цели митинга, чтобы все на нее смотрели. Ну, прям написать цель митинга, да, и чтобы все на нее смотрели и, соответственно, к ней шли. Не забывали про нее. Мы же по одному, да, такое решение говорим? Ну, почему? Скажи 2. Как минимум это фиксирует договоренности, не всегда мы это делаем.
по результатам. Ну вот, это нужно не только для того, чтобы там носом тыкнуть, да, а чтобы все одинаково понимали о чем. Потому что вслух вроде поговорили, а когда записали, по-другому читается. И как минимум заранее готовить и высылать всем участникам митинга вопросы и по возможности варианты решений, ну, предложений. Мгм. Все, так, передаем дальше, да? Сергей. Мы же по алфавитам шли, что-то. Да, Денис. Да. Лично я могу завтра, ну, я так скажу, наверное, еще больше уделять времени соблюдения, еще больше уделять внимание соблюдению времени внутри митинга, чтобы на все этапы хватало времени. Мгм. Кстати, вот что ты будешь делать, если не хватило времени? Ну, смотри, как в реальности два пути. Если, ну, прям пару минут не хватило, еще и не в 00 начали, мы на пару минут задерживаемся. Я где-то за 5 минут говорю о том, что мы не успеваем, и все ли могут там на пару минут задержаться, да? Потому что я, допустим, планировал в конце сделать какой-то опрос, не знаю, какой-то Мгм. вопрос задать. Вот. Если мы что-то серьезное не успели, то, опять же, когда время подходит к концу, я говорю о том, что мы не успеем, давайте мы сейчас там, дойдем до какой-то финальной, ну, до какого-то чекпоинта и договоримся, когда мы встретимся еще раз для того, чтобы это обсуждение завершить. Не хватило Окей, времени. окей. Просто совет. Очень полезно в этом случае провести быструю ретроспективу, потому что, как правило, есть две основных причины, почему этого не случилось. Причина первая – допустили расползание темы митинга. И это значит, нужно к следующему разу усиливать работу фасилитатора, да, то есть не хватает фасилитации на митинга. Либо эта группа не в состоянии действительно найти решение. Потому что если решение могут найти, они действительно готовы над ним сотрудничать, они его найдут быстро. Если принятие решения затягивается, это означает, что команда однозначно либо не понимает, что делать, да? Либо полярность мнений настолько велика, что между ними невозможно согласие. В любом случае мы не можем здесь заставить их принять решение, потому что оно не будет тогда вот этого самого коммитмента, готовности, понятия, что это их решение, это будет навязанное. И вот во втором случае что делать-то? Во втором случае надо искать причину, откуда возникла полярность мнений. Возможно, информация, которую мы дали, не полна, и часть людей, которые имеют резко отличающиеся мнения, видят эту информацию. А значит, мы принимаем решение в ситуации недостатка информации. Либо часть людей, которые пришли, не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы понять тему и порит чушь. Тогда они не нужны были нам на митинге. Надо перезапустить митинг без них, подумать. Это была ошибка на выборе людей на митинг. Либо задача действительно слишком сложная. Звучит все классно. Это может быть просто большая задача, да, это может быть задача, за которой стоит спайк, то есть чего-то, что мы не знаем, окей? То есть тогда нужно провести ресерч. Поэтому вот в этой ситуации, когда не успели, ретро, оно прям то, что must be done, окей? Обрати на это внимание обязательно. Хорошо. П. Ага. Я, получается. Угу. Так, ну, я выберу фиксировать, когда именно. То есть часто мы отвечаем на вопрос «кто что», а когда непонятно. Вот. Угу. То есть добиваться этого. Угу.
У меня все. Сергей? Так, ну я поразмышлял над блоком планирования. Мгм. Тут два вопроса интересных, как бы зачем и кто. То есть что можно сделать там мне лично там завтра, это там поковыряться кто. То есть когда вот как раз вы уже говорили, что зачастую приходят люди, которым либо неинтересно, да, либо которые не могут решить этот вопрос, да, то есть мы, Мгм. значит, там недостаточно хорошо подумали там при выборе этих людей на митинг. Вот. Ну и зачем, это как раз, наверное, для себя четко понимать конкретную цель, ну, чтобы как раз потом не расползтись при заключении. То есть, грубо говоря, там митинг какие-то конкретные, там одна или там две задачи, которые надо решить здесь и сейчас. Все. Мгм. Окей, окей. Вот, ребят, еще один вариант, обратите внимание, да, то есть четко определенный порядок дает возможность каждому спокойно высказаться, и фокус четко определен одним вопросом. Мгм. Вот еще один liberating structure, который может вам помочь организовать эффективное обсуждение. Их много, их там более 40. И на самом деле, то есть вы же знаете, какая будет информация, какая будет цель. При наличии определенного опыта вы сможете подбирать подходящий liberating structure. Тем больше для каждой из них описано, она лучше всего работает вот в такой ситуации, а вот это лучше всего работает в такой ситуации. Принятие решений. Аналогично обсуждению есть определенные методы, которые позволяют вам помочь принять решение более эффективно. Да? Один из них мы с вами сделали в самом начале. Это fist or fight. Просто просите показать их руку. Да? Не просто за, против, а именно дайте возможность высказать градацию. Мгм. Другой способ принятия решения – это dot voting. И вот я предлагаю сейчас сделать, всегда очень тяжело оценивать работу товарища, поэтому мы пойдем на хитрость. Мы вот снизу, если вы посмотрите, сейчас я экранчик расшарю, ребят. Вот здесь у нас есть токены зеленые. Мгм. И сейчас я их, кстати, сразу раздам. Так, никого не обделил? Все. Вот, напоминаю, стрелочка должна быть синей. Ребят, все, что нужно сделать, это перетащить. У вас у каждого есть 3 токена. 3 вот эти кружочка зеленых, да? Все, что вам надо сделать, нужно проголосовать за изменения, которые вот вам понравилось больше всего. При этом вы свободны в выборе, то есть вы можете все 3 бросить на одну, можете по одной на каждую. То есть любое распределение этих точек возможно. То есть мне понравилось 3, например, я 3 ложу. Вот на эту, на эту, на эту. Или понравилась только одна, я все 3 ложу туда. Ничего не понравилось, ничего не ложу. Окей? Ставьте таймбокс тоже на эту операцию. Давайте возьмем минуту. Ну все, время закончилось. Все, то есть, ребят, обратите внимание, то есть вот четко возникло emergent решение, жестко отслеживать таймбокс. Опять-таки мы прошли процесс выбора решения максимально без обид. И самое главное, вот у вас было время увидеть, кто какие туда токены накидал? Нет. То есть, по сути, решение было анонимным, несмотря на то, что если посмотреть внимательно запись, будет видно, кто таскал. Но вот этого ощущения у вас нету. То есть это не просто решение, принятое быстро, без базара, это еще и решение, принятое достаточно объективно. Мгм.
Опять-таки, есть разные техники голосования, но вот две у вас уже есть. Техники для принятия решения, которые вы можете использовать коллективного. Окей? Теперь, ребят, давайте посмотрим немножко, опять-таки, возьмите минутку, подумайте, вот что в нашем часе, который у нас был, срезонировало с вами больше всего. Еще один метод передачи слова — взять, выбрать кого-то и заставить, предложить ему выбирать, кто говорит следующий. Например, давайте Сергея попросим. Мне сначала назначить или самому высказаться? Можешь себя назначить первым, ты себя назначаешь в любой произвольный момент. Ну, давайте я попробую сначала высказаться. То есть мне очень как бы зацепило это вот как проводить некий опрос мнений. То есть не устраивать базар, да, ну, разные вариации, да, мы уже попробовали. То есть, да, минуту давать всем по очереди, там, в группах, то есть эти разные моменты. Да, но факт то, что вроде как все пообщались, да, ну, хотя нас не сильно много, вроде как все пообщались, вот, и все свое мнение высказали, да, и все, в принципе, по времени получилось быстро. Все, ну, давайте следующий, Павел. Да, наверное, что-то нового я не могу сказать, что я тут узнал, но больше давайте о боли скажу. Что срезонировало, это вот планирование митингов. Не так, чтобы они происходили в последний момент, и о них узнавали в последний момент, да, заранее. Это в том числе, наверное, банального там приглашения за день, не говоря уже, что зачем, кто как, будет достаточно. Как улучшение, которое уже поможет. Вот, наверное, все. Давайте, Андрей, следующий. Ну, меня больше всего, не знаю, впечатлило или как, да, говорит, это выбор участников непосредственно митинга. Вот, потому что, да, как-то вот не задумывался над этим моментом, всегда интуитивно это все было, а вот по такой шкале не раскладывал никогда. И хоть вроде как и постоянно понятная возможность это, и при этом очень редко пользуюсь, это именно цели. Не зря я про них сегодня говорил, да. То есть цель, наверное, митинга, да, это, наверное, самое главное для меня, чтобы понимать, куда я иду и что, ну, в том числе, хочу получить в конце этого митинга. Все. Денис, пожалуйста. Да. Но мне тоже тяжело выделить что-то новое. Я бы так сказал. Из нового, что я как бы такой практики еще не встречал, если все остальное, в принципе, я либо применял, либо видел, как делают другие, то при проведении митинга шарить экран с целью. Вот это такая прикольная штука. Не знаю, может, и стоит применять на каких-то встречах, особенно где вновь собранный народ. Вот. Ну, такая прикольная тема. Эксперимент. Спасибо. Я, наверное, да?
Что понравилось, что зацепило, это отбирать участников митинга по шкале там интересно, неинтересно и важно, и не важно. Я этим не пользовалась, а надо бы. У меня все. Последняя активность на сегодня и последний пример, что вы в принципе можете делать на своих митингах, она займет буквально пару минуток. Я снова разделю вас сейчас на пары, снова случайным образом. Подумайте минутку и сформируйте 3 действия, которые вы сделаете прямо завтра, и поделитесь им с товарищем, с которым вы попали в группу. Опрос, если вы не против, просто да, нет, да? Вы получили что-то полезное для себя на этом занятии? Да, нет? Материала было мало, много или в самый раз? Давайте, в самый раз вот так. Окей, возможно, много. Хорошо. А практики хотелось бы побольше или хватит практики? Побольше хватит. Имело бы смысл, допустим, провести серию из 3 таких вебинаров, разжевав каждый кусочек подробнее? Да, нет? Окей, супер. Спасибо большое всем. Мне было очень приятно с вами поработать. Вот. И на самом деле вы мне очень помогли, потому что, как я сказал уже, это кусочек АТФ-курса EC-Agile, и я планирую его запустить в начале следующего года вдобавок к ICP Professional, который сейчас мы ведем. Вот. Ребят, Вот, и я доска с результатами останется, всегда будет доступна. Если у вас возникнут какие-то вопросы потом, которые вы, допустим, сейчас не готовы задать, обращайтесь, я с удовольствием отвечу. Хорошо?